Приветствую, друзья! Это видео будет полезно тем, кто хочет узнать, какие основные датчики установлены на его автомобиле, для чего они нужны и где могут быть расположены. В системе управления двигателем нет неважных датчиков, но все-таки есть такие датчики, без которых эксплуатация автомобиля невозможна. И мы начнем именно с них. Датчик положения коленчатого вала, проще говоря, датчик коленвала. Он может быть расположен как снаружи двигателя, так и может быть установлен внутрь блока двигателя. Чаще всего это в нижней части блока цилиндров. В случае его установки снаружи двигателя вы можете его полностью увидеть, а в случае установки в блок двигателя вы сможете увидеть только его провод и небольшую часть датчика. При замене датчика, который установлен в блок двигателя, необходимо будет заменить и уплотнительное кольцо, чтобы избежать утечки масла после установки нового датчика. По сигналам этого датчика блок управления двигателем определяет частоту вращения коленчатого вала и его положение. По количеству и частоте импульсов датчика блок управления двигателем рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и катушками зажигания. На большинстве автомобилей датчик положения коленчатого вала единственный, при неисправности которого работа двигателя невозможна. Но на некоторых автомобилях двигатель может работать и без датчика положения коленчатого вала. Это касается тех случаев, когда на автомобиле установлен еще и датчик положения распределительного вала. Но в то же время не все автомобили, на которых установлен датчик положения распредвала, могут работать без датчика положения коленвала. Просто для примера, автомобили Chevrolet Lachetti с двигателем 1.6 могут работать без датчика положения коленвала, а те же самые автомобили Chevrolet Lachetti, но с моторами 1.8 уже не могут работать без датчика коленвала. Далее, датчик положения распределительного вала. Чаще всего он установлен на головке блока цилиндров у задней крышки ремня привода ГРМ. По сигналам этого датчика ЭБУ отслеживает положение распределительного вала выпускных клапанов для синхронизации открытия топливных форсунок в соответствии с рабочими тактами в цилиндрах двигателя. На более старых системах данные датчики могли не устанавливаться, а на более современные системы устанавливается всегда. Следующие важные датчики – это датчик абсолютного давления и датчик массового расхода воздуха. Они работают по-разному, но выполняют практически одну и ту же самую функцию, то есть определяют расход воздуха двигателем. Как известно, двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива, поэтому блоку управления двигателем очень важно знать, какой в данный момент расход воздуха у двигателя. Так вот, датчик массового расхода воздуха и датчик абсолютного давления помогают блоку управления определить именно расход воздуха. Поэтому системы управления двигателем могут строиться либо на датчике абсолютного давления, либо на датчике массового расхода воздуха. А также в некоторых случаях на автомобиле могут быть сразу установлены оба этих датчика. Но мы рассмотрим простые системы, где установлен либо датчик массового расхода воздуха, либо датчик абсолютного давления. Начнем с датчика массового расхода воздуха. Он обычно устанавливается после воздушного фильтра, то есть перед впускным коллектором. И он фактически позволяет блоку управления двигателем определить, какая масса воздуха проходит через датчик. Почему именно масса? Потому что все расчеты в двигателе внутреннего сгорания блок управления двигателем осуществляет по массе. Даже стихиометрический состав смеси составляет 14,7 кг воздуха на 1 кг топлива. То есть это не объемы воздуха и не литры топлива, а именно килограммы. Поэтому датчик и называется датчик массового расхода воздуха. То есть данный датчик позволяет блоку управления двигателем определить расход воздуха. Датчик абсолютного давления. Он работает совершенно по-другому. Он измеряет давление в выпускном коллекторе, и на основании этого давления блок управления двигателем определяет нагрузку на мотор, а также рассчитывает расход воздуха. То есть в данном случае блок управления двигателем напрямую не видит расход воздуха, но он может его рассчитать по показаниям датчика абсолютного давления. Также при помощи датчика абсолютного давления блок управления двигателем определяет, какое сейчас атмосферное давление в месте движения автомобиля. Это также необходимо для корректировки топливо-воздушной смеси. Данный датчик обычно устанавливается на впускном коллекторе, либо возле впускного коллектора и соединяется со впуском вакуумной трубкой. Следующий датчик – это датчик температуры воздуха. Он обычно устанавливается в выпускном коллекторе, либо в гофре от воздушного фильтра к опускному коллектору. Этот датчик необходим блоку управления двигателем для расчета топливо-воздушной смеси. Он обычно работает в паре с датчиком абсолютного давления, и в некоторых случаях на некоторых автомобилях он может быть объединен в один корпус с датчиком абсолютного давления. Так как плотность воздуха при разных температурах разная, поэтому блоку управления двигателем необходимо знать температуру этого воздуха. Именно для этого и необходим этот датчик. Далее, датчик температуры охлаждающей жидкости. Он обычно устанавливается либо возле термостата, либо в головке блока цилиндров. При помощи этого датчика ЭБУ определяет температуру охлаждающей жидкости, и это напрямую влияет на состав топливо-воздушной смеси.
Чем ниже температура, тем выше длительность импульса впрыска. Также по показаниям этого датчика ЭБУ подготавливает двигатель к запуску, то есть он выставляет необходимое положение регулятор холостого хода. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем на больше шагов открывается регулятор холостого хода. На автомобиле может быть установлен как один датчик, так и несколько датчиков температуры охлаждающей жидкости. Мы же рассматриваем простую систему, где установлен один датчик. И обычно его показания передаются блоку управления двигателем, и уже с блока управления двигателем эти данные выводятся на панель приборов, где водитель может следить за температурой охлаждающей жидкости. Далее, датчик детонации. Он обычно устанавливается на блоке цилиндров с передней либо задней части двигателя. По сигналам датчика детонации ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания, удерживая его на границе возникновения детонации, что является оптимальным для работы двигателя. Пьезокерамический элемент датчика генерирует сигнал переменного тока, амплитуда и частота которого соответствует параметрам вибраций стенки блока цилиндров. При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты возрастает. При этом для подавления детонации ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего. Далее, датчики концентрации кислорода в отработанных газах. Проще говоря, датчик кислорода либо лямбда-зонд. На бюджетных автомобилях обычно установлены два датчика концентрации кислорода. Один перед катализатором и второй после катализатора. По сигналу датчика, который установлен перед катализатором, ЭБУ корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав рабочей смеси был оптимальным для эффективной работы катализатора. Второй датчик, который установлен после катализатора, необходим для отслеживания эффективности работы катализатора. Но на более современных автомобилях второй датчик кислорода также может принимать участие в корректировке топливо-воздушной смеси. Далее, датчик положения дроссельной заслонки. На классических системах он установлен снаружи дроссельного узла на оси дроссельной заслонки. По сигналам датчика ЭБУ определяет положение дроссельной заслонки, косвенно указывающее на нагрузку двигателя. В зависимости от показаний датчика ЭБУ корректирует состав топливо-воздушной смеси в соответствии с положением дроссельной заслонки и определяет момент перехода двигателя в режим холостого хода. На данных классических системах датчик крепится к дроссельному узлу двумя винтами, но также существуют и другие системы, в которых датчик положения дроссельной заслонки установлен внутри дроссельного узла. Например, на многие автомобили устанавливается гибридный дроссельный узел, например, как на лачете с моторами 1.6. И в данном дроссельном узле, кроме датчика положения дроссельной заслонки, расположены еще два датчика, которых обычно нет в классических системах. Это датчик положения регулятора холостого хода и датчик выключения холостого хода. По сигналу датчика положения регулятора холостого хода блок управления двигателем определяет, в каком положении в данный момент находится регулятор холостого хода. А датчик выключения холостого хода представляет собой два контакта, которые размыкают электрическую цепь, когда водитель открывает дроссельную заслонку. По сигналу этого датчика блок управления определяет, когда система работает в режиме холостого хода. В данных дроссельных узлах нет возможности заменить датчики отдельно, поэтому при выходе их из строя необходимо заменять весь дроссельный узел в сборе. Датчик скорости. Датчик скорости обычно установлен на коробке передач. Он информирует ЭБУ о текущей скорости автомобиля. Датчик аварийного давления масла. Данный датчик обычно устанавливается в нижней части двигателя, и при критически низком давлении масла при помощи этого датчика на панели приборов загорается индикатор низкого давления масла. Вот такие вот основные датчики установлены в системе управления вашего автомобиля. Конечно, на автомобиле могут быть установлены еще и другие датчики, например, датчик давления в системе кондиционера, датчик уровня топлива и некоторые другие датчики, о которых мы поговорим уже в следующем видео. Надеюсь, видео было полезным, интересным. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.